Приятного мне аппетита. Мне не очень сильно понравилось. И теперь мне еще больше их хочется. Знаменитый актер. Идиот. Почему он так вписался сюда? Золото. Их еще не всех истребили. Все, это весь Арбат. Вперед. Ребята, всем привет! Как ваши дела? Как настроение? Я сегодня гуляю по Арбату. Сейчас тут небольшой сквер, хочу пройтись. Сегодня покажу вам Арбат, посмотрим, что там новое появилось, что там старое. Но сначала мы пойдем в Макдональдс, потому что я хочу съесть бургер Filet-O-Fish, которого нету в Турции. Вот, поэтому мне бы очень хотелось его сегодня здесь отведать. Я, наверное, за всю свою поездку, я здесь буду в общей сумме практически 2 месяца. Я, наверное, всего 2 раза в Макдональдс схожу. Вот это знаменитое здание. Оно у меня не помещается в камеру. Министерство иностранных дел, МИД. Мы сейчас с вами пойдем вот на ту улицу. Это Старый Арбат. Возможно, сегодня дойдем до Нового Арбата. Вот это большое шоссе. Там метро Смоленская. Я оттуда вышла. Решила немного прогуляться. Вот этот московский трафик. Сегодня не загруженный. Вперед! Сейчас мы прошлись по подземному переходу. Выходим на улицу и идем в Макдональдс. Сегодня у нас погода немного пасмурная. Местами бывает солнце, местами бывают дожди. Но очень свежо, прохладно. Очень, кстати, приятно, потому что дома ощущается как-то холодно, видно продувание. Но на улице очень хорошо, особенно для активной прогулки. Здесь вкусная точка выглядит вот так вот в этом здании. Я сейчас туда пойду. Coca-Cola. Filet-O-Fish. Chicken McNuggets. Конечно. Картофель фри. К этому всему я беру обязательно 2 соуса. Это сырный и кисло-сладкий. Приятного мне аппетита!
поели. Теперь я еще допью кола, и мы пойдем с вами гулять по Арбату. Ну что, ребята, мы с вами перекусили в Макдональдсе. Конечно, мне не очень сильно понравился бургер, вот, потому что раньше он был вкуснее, как мне кажется. Но тоже ничего, потому что в Турции, например, таких в принципе нету. Люди не очень смотрят, куда они идут, но что поделать. Вот. Сейчас мы идем по Старому Арбату. Сейчас зайдем в очень красивую цветочную рамку. Арку, точнее, рамку, арку. Ну, понятно. Здесь все переделали, но очень красиво. Мы сюда раньше приезжали, когда я была маленькая и сестра. Например, 1 сентября мы ехали на Красную площадь и обязательно ехали еще сюда. Тут раньше сидело очень много художников. Они делали разные карикатуры и, в принципе, портреты рисовали. Вот. У нас даже у бабушки где-то стоят наши старые портреты, карикатуры. Это очень забавно, очень красиво даже. Вот, очень приятные, теплые воспоминания. Ну, сейчас, кстати, тут очень много что убрали, потому что раньше вот здесь все было в торговых рядах, а теперь здесь просто беседки, скамейки, где можно посидеть, отдохнуть. Это тоже хорошо. Вот, но нет уже такой наполненности. То есть в основном это просто беседки, ни выставок, ни художников, ничего. Такие вот тут разные красивые здания. Старс кофе. Раньше здесь был Starbucks, еще там в конце улицы тоже Starbucks был раньше. Теперь Старс кофе. Я выпила очень много кока-колы, но я очень сильно хочу пить. Мне так всегда после фастфуда. Я сначала поем фастфуд, там очень соленая картошка какая-то была, вот. А учитывая, что я, в принципе, много воды пью, и теперь мне еще больше ее хочется, наверное, мы сейчас зайдем в супермаркет и купим. В этом театре проходит постановка Достоевского «Идиот». Очень интересный магазин косметики. Его, видимо, в этом году только поставили, ну, либо в прошлом. Я его не помню так подробно, конечно. Очень интересно, почему он так вписался сюда. Обалдеть. Класс. Не знаю, раньше как-то Арбат был более интересным. Сейчас тут просто убрали все. Оставили только по бокам в зданиях магазины, кафешки, вот банк здесь, Сбербанк. И поставили просто вот эти беседки и тоннели, как арки. Но это красиво. Но единственное, что старого Арбата уже нет. То есть он хоть и называется Старый Арбат, конечно, улица, но старого тут нет практически ничего, потому что просто все поменяли и все. Я не знаю, может быть, именно в этом году так, потому что, как я уже говорила в прошлых своих видео, что в этом году упор на цветах в Москве, поэтому все может быть, но они убрали вообще все, что было раньше, абсолютно. Все, что тут можно посмотреть, это просто беседки. Все, это весь Арбат. Реклама нового поколения, промоутеры нового поколения.
Вот такие арки туннеля. Это красиво, да, здесь можно пофотографироваться, поснимать. Но они убрали все, что было раньше, к сожалению. Хотя тут много раньше было различных художников, на работы которых можно было также посмотреть, пофотографировать, можно было себя нарисовать. Но, к сожалению, больше этого здесь нет. Я все больше замечаю по Москве девушек в хиджабах. Они, конечно, не из России, наверное, скажем так, но тем не менее их тут много. Это очень приятно смотреть на это. Вот, нас становится все больше. Отвлечемся от темы прогулки. Вы только посмотрите на этого курьера. Не будем ему мешать. Но это так мило. Пока. Друзья, сегодняшний влог будет более коротким. Сегодня я как-то очень быстро гуляю. В принципе, наверное, я скоро уже подойду к концу улицы. Но все равно я очень хотела посетить Арбат, посмотреть, какой он сейчас. Есть и плюсы, и минусы. Но все равно здесь очень здорово. Вот следующий Старс кофе. Раньше тут был большущий Starbucks, теперь все то же самое, только Старс кофе. Это для туристов. Такой магазин русского духа. Но это только для туристов, естественно. Ребята, я нашла художника, наконец-то. На Арбате их практически не осталось. Потрясающе. А вот работы художника. Видите, как обычные портреты, так и карикатуры. И это всегда было популярно на Арбате. Знаменитый актер. Класс. Вот так. Ребята, все, отбой. Они здесь еще есть. Обалдеть. Класс. Я их нашла. Я нашла художников здесь, которых не было вообще весь Арбат. Но при этом они теперь здесь есть. Сейчас проедет машина, я хотела перебежать, но я не успею. Их, правда, буквально 2-3, но они здесь есть. Их еще не всех истребили, это просто потрясающе. А вот там уже будет новый Арбат. Там тоже очень много всего. Но я, наверное, все-таки туда не пойду, потому что я хочу пройти еще до конца этой улицы и выйти туда к метро Арбатская. Да, наверное, я так и сделаю. Ретро-автомобиль. Я вижу золото. Золото. Я вижу золото. Золото. Тоже видим магазин, да, магазин одежды. Это самовар? Это кастрюля или самовар? Это просто так по-русски. Обалдеть. Золотой самовар. Вот так. Он у меня даже в камеру не помещается. Как вам так его показать? Обалдеть. Самовар. Вот так. Да, явно это самовар, отсюда идет чай в виде света. Ребята, я сегодня, наверное, закончу уже свой влог, мини-влог. Спасибо, что остаетесь со мной. Спасибо большое за ваши просмотры. Золотой самовар. Сегодня мы с вами погуляли по Старому Арбату. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки и увидимся с вами в новом видео. Пока!